Всех приветствую, дорогие друзья! Вы на канале Get the Ring with Crow, и сегодня мы с вами продолжаем такую прекрасную серию, как Ведьмак 3. Да, сегодня будем продолжать походы Геральда по различным болотам, горам и всякого рода различным рельефам. Угу. По настройкам у нас все оптимально сделано, да. Играем на максимальной сложности без интерфейса. Размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Метц. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых Тобий. Да, в прошлой серии мы встретились с этими ведьмами. Ведьмы, как бывает, очень сильно хитрые во всех сказаниях и всяких преданиях. И дали нам задание, по решению которого они расскажут, где находится Цири, которую мы ищем уже довольно-таки продолжительное время на территории Велена. Да. Задание заключается, получается, в чем? Нам надо помочь жителям деревни, не помню, как называется, Штейгеров. С их проблемой, да. Что-то убивает крестьян из этой деревни. И нас просят расследовать это дело. А видели, какие у меня мускулы? Что когда-то в этих холмах уже селился Пустая бутылка. В то время приехал рыцарь в блестящих доспехах. Так. В принципе, предположительно, основной целью нашей этой миссии является чудовище, соответственно. Мама говорила, если я не буду Ночное учиться, она меня пошлет существо, на тропе. которое манипулирует разумом, да. Она типа гипнотизирует крестьян, выводит их из деревни, и те больше не возвращаются. Надо поговорить с местными жителями. Лучше в те болота не лезть. Ну-ка, ну-ка. Кто нас, бедных людей, от этих головорезов защитит? Тут пусто. Ну-ка, ну-ка. Да куда ж ты? Оставьте меня в покое. Нет, общаться что-то никто не хочет. Интересная книга. Гимны и баллады. Волчья пурга. Путь пальцем проложи средь шрамов ран суровых, чтоб наши слить пути судьбе наперекор. Откройте раны, вылечи их снова, пусть сложатся они в судьбы узор. Мне кажется, или мы это уже читали? Что-то знакомое. Всех приветствую, да. Сегодня у нас ведьмачела. Так. Ну, может, стоит еще раз поговорить с старостой деревни? Да, наверное. Одни зовут их ведьмами, а ты говоришь хозяйки леса. Те, кто их ведьмами зовет, бездушные дураки. Хозяйки леса много веков наш край хранят. Каким образом? Всех приветствую. Злые силы отгоняют. Говорят, 100 весен тому назад они защитили Велен от нашествия волколаков.
которые нам скот резали. Волколаки, как и помню, это что-то наподобие оборотней. И все? Ты больше нам информации Будь никакой здоров. не дашь, да? Ладно, хорошо. Ох, мы люди простые, ссоры не ищем. Так. Мгм. Нам куда-то надо, наверное, потопать, да? Да, нам сюда надо. У нас практически перевес. Надо продаться, и мы пойдем, значит, к зоне исследования. Мужики разозлились. Простокваша, яйца, свежие яйца. С этим Покажи, мужиком чем в прошлый раз в Гвинт мы играли. Его, конечно же, выиграли. Без каких-либо проблем. Сейчас надо ему продать все. Весь низкоуровневый шмот отдадим ему. На вырученные деньги, может, у следующего торговца что-нибудь прикупить сможем. Угу. Сапоги, сапоги. Все, деньги у него кончились. А мы где-то килограмм 15 скинули. Как бы это ни звучало смешно. Бывай. Нам, получается, вниз, да, по тропиночке идем. Угу. Не сворачиваем. И мы на месте. Кто нас, бедных людей, от этих головорезов защитит? Ну, кто? Вспомнить, что у нас вообще есть. У нас есть, получается, руны. Атакующие, защитные, поддерживающие. Также есть руны, обеспечивающие нам стопроцентный выигрыш. Сегодня плохой Давайте день. проверим. Не упал. Ладно. Черт! Тихо, тихо, тихо. Не тот навык заюзали. Либо у нас процентный шанс не очень. Противники не падают. Либо я что-то не понимаю. У Арда есть возможность, как рассказывали, уронить противника, и мы проводим добивалити на его основе. Вы видели? Сам своего добил. Так, КПшки у нас нету. Так, минус, хорошо. Наверное, что стоит обновить, да, наш пассивный хил. Тихо, тихо, тихо. Щитовики. Самые неприятные противники, по-моему, в играх.
Ему даже на арт пофиг. Давайте используем аксии. Это что-то наподобие гипноза. А вот и поплатился за свои неудобные механики. По Лутецкому у нас что-то дособрать можно. Да, и так напрямик идем. Всех приветствую, да, друзья. У нас пока тут начало всех эпопей. Тихо, ты что? Тихо. Блин, надо было отдохнуть. А то у нас вообще нету ни одной хилки. Вот эти вот противники, самые начальные, не особо сложные. Главное не попадаться под удары. И вовремя юзать клан. Да. Наверное, стоит отдохнуть. Сейчас восполним все свое снаряжение. И уже отталкиваясь от этого, будем что-то делать. Да, бежим правильно, все, можно ускоряться по прямой. Угу. Ну, что-то ничего не видно. Отклонились. Нам сюда же, да? Да, все. Получается, на гору залезть надо, оттуда будут происходить все действия. Похоже, дождь собирается. Медальон. Уходи. Это место силы. Уходи. Кто это? Мне не сдержать силы, что меня хранит. Ну, не знаю, что ты от нас хочешь, мистический голос, но у нас по заданию дорога до тебя здесь проложена. Активировать этот знак, нет? Будем. И все, да, и получили. Нет, очко у нас умения не появилось. Вот. Мне кажется, или тут какая-то страхолюдина? Нет, не кажется. Ну и вонь. Ну, иди сюда. Так.
Интересная атака у него. И не увидел. Три удара отскок. Это работает. Либо это волколак, предположительно, из Казани. Либо еще какой-то Вервольф. У нас на таких вообще зелий нету. Ни масел, ничего подобного. По здоровью у нас все отлично. Раз. Минус. Отскок, так. Не надо звать своих друзей. Так, будем, значит, еще использовать арбалет. Он очень сильно сокращает дистанцию. Ну давай. Что-то ты его много уклоняешься. Тихо. Неудобно. Сейчас высветился прицел арбалета. Могло дорого стоить. Раз. Какой жирнющий чел. Тихо. Угу. Но механики у него не сложные. Крутит нас своим бегом по кругу. Подскакивает, делает атаку вторую. Вот у нас окно есть для атаки самого.
Ну, половину хп мы ему сняли, это по-любому. Может, осталось немножечко. Тихо, тихо, тихо. По здоровью все нормально. Вот прикольно, что у арбалета есть автоприцел. Это прям топчик. Давай, давай. Псина, ты страшная, конечно. Так. Забыл повесить Квен. Покажи, что умеешь. Наверное, стоит ожидать, что в будущем на этом задании появится еще парочка вот таких вот одновременных противников. Да. Это чисто на затравочку. Нам механики показывают. Раз, раз. Тихо, тихо, тихо. Раз, раз, раз. Так, ладно, будем использовать фигню периодически. Раз, раз. Угу. Ну ты там помирать собираешься? Нет? Сколько в тебе еще урона влить надо? Давай, давай. Накручивай круги. Это тебе не поможет вообще никак. Прям сбил в тот же момент. Неприятно.
Тихо, тихо, тихо. Может, что-то даже нам какую-то награду трофейную дадут на нашу плотву в честь столь плотного противника. Так, не то заюзал, ладно. Либо у него реген прям высокий, я не могу. Что говорит нам глоссарий? От обоих берет ловкость и жестокость. Угу. Да, это проклятие, в ходе которого человек оборачивается вот таким вот существом. Помогает против них что? Лунная пыль-бомба, чертов гриб, масло против проклятых и еще игни. Про регенерацию ничего не сказано. Нет, есть. Есть, да, регенерация. Угу. Ладно, а у нас есть в алхимии, получается, масло против проклятых. Не вижу. А, есть, да. Хорошо. Ёпрст, у нас оружие практически сломалось, оказывается. Ну, давайте починим, получается, на 40%, да. Но еще на 40 добавим. А куда ты кидаешь-то? Прям мимо. И эту фигню нам как-то надо еще прессинговать. Ну давай, давай. Хорошо убегать. Тихо, тихо, тихо. У нас есть еще парочка бомб, но они будут не особо эффективны. Ладно. Еще раз намажемся.
Шо ж ты так ловко попадаешь? Чего у него ХП вообще не убывает? Это как работает? Вот сейчас я вообще не понял. Сколько противника? Минут 5-10 уже месим. А у него ХП как было полное, так и осталось. Какая-то дичь. Ну что, можно попробовать его обойти, если этот босс не босс, а элитный противник, а завязан на какой-то фигне еще. Так, где мы заспавнились? Недалеко. Нам бежать сюда, да? Нет, не сюда. Можно попробовать его обойти, если получится. Если нет, искать другой подход к его убийству. Давайте здесь сохранимся, чтобы недалеко бежать было. А вот и волки. Да вы зубастые. Вообще офигели. Хилки нету. Значит, медитируем часок, да. Сохраняемся. И идем изучать локацию. Да, нам по прямой. Напрямую идти стоит. Даже не раздумывая. Не приближайся. Отойди. Чую, откуда пришел. Еще волков добавили. Давай. Силы, что меня хранят, знают, откуда пришел. Неужто тот волколак является частью, оберегающей эту женщину? Ну или кто это у нас там? Ну, предположительно могу сказать как. По истории, если изучать лор по книгам, то типа сначала была мать, хозяйка леса, потом появилось 3 сестры. Да. Мать сошла с ума, 3 сестры мать куда-то либо убили, либо заточили. Тут предположительно как? Эта мать тут и заточена. Даже женщин не пощадили.
Оленяха. Олень. Так. Но это обычный. Непримечательный. А, вообще убежали, да? Угу. Ну, без компаса иногда бывает не очень удобно. Здорово, волки. Давайте дружить. Ну, сколько мне еще ждать? Так, получается, что на эту... Голос доносится изнутри дерева. Интересно. Но вокруг ничего нет. Тут, скорее всего, пещера есть. Пещера. Нет. Да что ж за фигня-то? Узнать. Найти проход под холмом, используя ведьмачье чутье. Так нет его. Или надо отходить подальше еще? Вот еще один. Ребенок. Медальон дрожит. Это место силы. Не, нас все равно сводят в противостояние с этим волколаком. То есть надо искать пути решения. Угу, пути решения. Уходи. 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 Мне не сдержать силы, что меня хранит. Здорово. Будем дружить. Ну давай. Вот ХП у него уже поехало. Тихо. Не ругайся. По маслу у нас что? Еще 4 удара.
Вообще интересный момент, что можно через интерфейс тут немножечко так подглядывать, как со своим здоровьем, так и за здоровьем противников. Тихо, 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 не ругайся. Не ту бомбу. Нет, нам бомба нужна. Все, он практически мертв. Практически мертв. Все, да. Вернись. Но это было категорически быстро. Вернись. Покажись, я хочу поговорить. Уходи. 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 Могу предположить, что вход в пещеру сокрыт иллюзией. Но это так чисто гипотетически. Или нам надо куда-нибудь дальше пройти. К самому дереву. Да нету тут взаимодействий. Так и подсветок никаких нет. Есть. А, это быстрый переход. Вход в пещеру. Это я помню, как в God of War на канале, да. Тоже искали один из колоколов для открытия сундука. И он так, блин, тупо стоял за вторым, что его было фиг заметишь. Это место силы, да. А пещера где? Вход. Это вход в пещеру. Я и не сообразил. Он очень так сокрыт сильно. Чего эти корни живые? Мне не горят. Ну давай, давай, ныряй. Так, тут ничего нет. Есть. Чертеж доспехов Хиаль. Вырванная страница. Отвар из
Глава глаза. Интересно. Еще сундучок. Даже два. Клинок. Чего? Там масел различных набрали. Какой-то легендарный клинок забрали. Клинок из Тир-Тохаир. Стальное оружие. Дополнительный урон при крит-ударе 50%. Шанс. Крит удара плюс 5. Шанс вызвать кровотечение. Ага, интересно. Да, сравнить хочу оружие. Вот. Ну, выглядит отлично. Там что-то большое и страшное. Зачем ты пришел? Зачем кровь проливаешь? Ты пришел меня убить или освободить меня хочешь? Как выглядит-то не очень. Почему на меня напали? На меня напали. Это моя тюрьма. Осажденная крепость. Я жду убийц. А мой лес хранит меня. И кто тебя собирается убить? Сестры-убийцы. Они убили мое тело. И теперь истязают душу. Но она противится. Кто ты? Я оставила мой круг. Я хранила равновесие. Ведьмы меня убили, а дух прокляли. Никогда не слышал о круге друидов в Велене. Я навсегда заблудилась в лабиринтах ветвей. Бессильно скольжу по поверхности листьев. Давайте еще спросим, что ты знаешь о этих ведьмах? Наверное, ты хорошо знаешь ведьм. Они проклятие Велена. Они слышат отрезанными ушами. Коверкают судьбы, сплетая пряжу из волос. Черпают силу из котла, а варят они человеческое мясо. Боже, как все замудренно-то звучит. Главный вопрос, зачем они тебя убили? И почему? Почему тебя убили? Ведьмы хотят эту землю, хотят этот лес для себя. Я встала у них на пути и умерла. Я видел трупы женщин и детей. Они тоже хотели тебя уничтожить? Для сил природы, для леса и земли, любая смерть всегда одинакова. Я рыдаю, кричу. Никто не слушает. Ну почему ж сразу никто? Вот пришли мы, тебя выслушали. И теперь будем решать, что с тобой делать. Ты сказала, что ты в плену. Как так? Я скована кандалами магии. Блуждаю в бесконечных лабиринтах листьев. Я все знаю о детях. Знаю, что их ждет. Освободи Каких детях? меня
прошу. Я должна им помочь. Если что-то грозит сиротам, я сам им помогу. Да, это о сиротском Детей приюте уже на болотах. забрали. Освободи меня, прошу. Я могу быть вихрем, могу помчаться, могу их спасти, только я. Так, и тут у нас есть развилочка, куда и что делать. Можно ей помочь, можно не помогать и оставить все на себе. Можно это решение отложить и еще дополнительно поспрашивать информацию. Детям на поляне грозит опасность. На холме я нашел тела убитых. Что ты знаешь о ведьмах? Ну, что-то похожее уже спрашивали. Давайте, что грозит детям, спросим. Почему ты думаешь, что дети на поляне в опасности? Сестры их забрали. Возврата нет. Куда их забрали? Я помогу им. Уже случилось. Этого не вернуть. В Арт-Цербин не ведут дороги. Они все умрут. Позволь их спасти. Арт-Цербин. Может, какое-то магическое, не знаю, пространство. Я видел трупы женщин и детей. Мы это слушали. Они тоже хотели тебя уничтожить. Для сил предмета. Да, мы это слушали. Ну что, чатик? Как по мне, данное существо, не знаю, что оно себя сейчас представляет, очень хочет выбраться на свободу. А ради свободы она может пойти на что угодно. И просто так, ради помощи невинным, как она говорит, каждая смерть для нее одинакова, помогать детям, ну, смысла нет. Единственное, что она может, ради чего спасает их, это помешать сестрам провести какой-то ритуал, не знаю, как у них это работает, что-нибудь ведьминское, соответственно. Но честно, я ей не доверяю, вообще не факт, что она выполнит свое обещание, что она нам поможет и как-либо исправит ситуацию, а не наоборот ее ухудшит. Я не могу принять решение сейчас. Вернись. Освободи меня. Прошу. Еще главным двигателем ее... моих стражников. Они все еще защищают меня. Еще одним из главных двигателей ее интереса в нашу сторону является месть. То есть она хочет отомстить своим сестрам, предположительно ведьмам. И как она это делать будет, и с какими вообще возможностями она обладает, мы тоже не знаем. Ну, короче, да, надо выбирать. Я за нет. Я против ее помощи. Я вернулся. Я ждала. Можно, конечно, было бы еще в деревню пойти поспрашивать. Это как бы развило ситуацию, может, в другое русло. Но вот прям на этом месте я и не верю. Я не верю тебе, дух. Слишком многое говорит против тебя. Я не могу доверять только твоим словам. Не смей причинять мне вред. Против тебя станут силы природы. Угу. Тихо. Умрешь. Вот так вот заиграла, да, значится? А вы можете, пожалуйста, прекратить, нет? И может, ты будешь жить, но только в своих снах.
Тихо. Сердце, чего у нее здоровье есть? А, босс, да, файт. Ты умрешь. Здоровье магии мы не сносим, как я понял. Нанесли урон ей. Ага. То есть она вызывает миньонов. Условно, эти миньоны нам мешают. Да не кричит. Она померла уже. Быстро. Ладно, хорошо. Как я говорил на одном из стримов, когда мы впервые встретились с этими инсектоидами, да, правильно. Ненавижу их. Выглядят они прям очень несуразненько. Зато с них ресурсов нападало. Может, надо было помайнить? Использовать босса как машинку для фарма. Звучит как вообще план рабочий. Угу. И у нас проход освободился. А с тебя выпала алмазная пыль. Тоже хорошо. Ну, значит, что, с главной целью миссии мы разобрались? Да. Сейчас мы куда? Что? Сообщить старости надо. А что тут делает староста? Ночью в лесу, предположительно. Он пришел осматривать место. Ну, здорово, мужики. Занят я. На всякий случай, пока не ходите на холм. Но работу я выполнил. Не может быть. Что там такое поселилось? В дерево на холме вселился злой дух. Он и убивал людей. Как же ж вы его прогнали? Убили. В сердце дерева вселилось какое-то существо. Я уничтожил и сердце, и жильца. Значит, Саморок. Он же не вернется? Нет. Ну, как минимум, жителей этой деревни мы спасли. Хозяйки леса велели напомнить тебе о плате. Говорят, ты знаешь, о чем речь. Знаю. Давайте костелет. Сейчас вернусь. Неужто они хотят жертвоприношение принести какое-то? Ух, а уши отрезают. Прям шаманизм во всей красе. Вот и плата. Передайте ее хозяйкам. Зачем ты это сделал? Потому как таков уговор. Вы здесь чужой, не знаете, как тут живется. А это справедливая плата за заботу. Значит, все эти уши в лесу... Не думайте об этом, сударь. Вы отсюда уедете, а нам тут жить. Так же, как нашим детям и внукам. Велен никакие боги не хранят. Ни один владыка. Эта земля ничейная. Кто хочет выжить, сам себе господина ищет. Ну, как-то прям... Сильно они плату требуют.
Ну, конечно, не человеческими жизнями, но тоже. Ну давайте еще вам троим сейчас лицо набьем, и вообще будет хорошо. Спрячь оружие, юноша! Он еще краше. Вы вживую тоже другие. Не как на гобелене. Ну, принеси. Ну, красотой они какой-либо прям не выделяются, эти статные и прекрасные женщины. Да. Принеси, а не разглядывай. Ну, что-то как-то они жестят совсем. Если предположить, что первая ведьма еще была хуже или сильнее вот этих трех, Никогда то там больше складывается не пытайся картина. противиться нам. Мы прощаем тебя, ибо прежде ты хорошо себя показала. Дети твои толстенькие, как поросятки, и сладкие, как карамельки. Это же... Она не принадлежит никому из людей. Да. Внутри нее зрел плод. Плод от семени того, кого она ненавидела. Мы помогли ей, она согласилась служить. Она носит наш знак. Она наша. Но ведь тебя интересует другая женщина. Говори, белоголовый. Вы затянули меня на шепчущий холм. Ничего не дается даром, храбрый юноша. Ты уничтожил силы зла. Ты вернул покой нашим подданным. Да. Как нам повезло! Такой храбрый рыцарь! Давайте спросим про духа. Заключен в дереве. Дух той, что когда-то обманула смерть. Но тебя она обмануть не смогла, храбрый рыцарь. Ты освободил мир от великого зла. Блин, вы еще расскажете зло, я вас в следующий раз прирежу. Я вас, как камера не взглянет, прям хочется избавиться. Я выполнил свою часть уговора. Очередь за вами. От данных существ. Никогда не нарушаем слова. Девушка. Мышиные волосы. Так их называют. Худая, истощенная, напуганная. Бедняжка еле держалась на ногах. Мы заботились о ней как могли. Как о собственной дочери. Оказалось, она слишком своевольная. Строптивая, упрямая и самолюбивая. Тут два варианта. Сейчас им не верим. Следующий разговор будет уже жесткий. Ну, давайте спросим, где она. Я не верю вам. Говорят, что вы всегда держите слово. Так расскажите мне все так, как было. Расскажем, храбрый юноша. Мы знали, что придет кто-то особенный. Мы прочли это по звериным внутренностям. По гаданию, да? Мы видели ее образ, как рябь на луже. Она пришла со стороны болот. Мы не сразу поняли, что ворожба указывала именно на нее. Дитя старшей крови, посеянное зерно, что взорвется огнем.
Ага. Она пришла прямо к нам в руки. Старшая кровь. Кровь смутьянки. Значит, они поехали от крови, да? Решили, может, ее держать в плену? А та сбежала. Она спит? Как ягненок. Нечего конетелиться. Стол накрыт, в котле клокочет. Нам нельзя. Она предназначена ему. Ага. Получит ее Имлерих, но не всю. Верно. Мы хоть попробуем. Каннибалки фиговые. Отрежем. На бульон пойдут. Лучше некуда. О, у меня слюнки текут. Будь по-твоему, иди. О, девчонка, ты еще пожалеешь. Ну, сейчас вы отхватите. Старые трикошелки. Решили сдать нашу приемную дочь, значит, да? Дочь Геральда. Вернись. 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 Он пришел за тобой. Блин, она так круто сражается и еще и раненая. Ну или, по крайней мере, нам ничего не снижают из-за этого ранения. А по ХП у нас все отлично. Что-то как-то они легко отлетают. А нам куда-то идти надо? Так. Да, надо выбраться. А не перебить всех. Ну ладно. Сбежала. А спряталась она на этом огромном дереве, да? Угу. Немного позже. Бах! Задание выполнено. История цели. Бегство с болот. Вкус ее крови напомнил нам нашу молодость. Старшая кровь. Удивительная девушка. Но ты и сам знаешь. Жаль, что она убежала. Ну что, дорогие друзья, мстим? В нашей книге мести нет тем, кто хочет сожрать наших друзей. Геральт, жги. Вы хотели ее убить. Я не прощу вам этого. Пустые слова.
Наши судьбы сплетены, но час еще не пришел. Теперь ты будешь гоняться за тенью и блуждать во мгле. И всюду будешь находить только ее отражение. А если настигнешь ее, если девушка умрет? До свидания, мой рыцарь. Геральт, ну что ты стоишь? Налетел на них, они никуда не успели бы деться. Ладно, хорошо. А где эта старушка-то? В подвале сидит, может? Вообще никого не осталось в этой деревне. Ладно, ладно, но мы отомстим. Обязательно. По сюжетному нам не дали с ними сойтись в бою. Но мы еще с ними сразимся. Поехали тогда к барону. Скинем все вещи, продадимся. Только надо понять еще, где этот знак находится. По прямой. Не видно нифига. А, он стилизован по-другому, а это еще обычный знак. Треугольничком. Во Вроннице. Да... Обманули нас три ведьмы. Ну как обманули? Они с самого начала нам не рассказали о их вообще истинных намерениях. И вот только в конце мы все поняли. С женой барона еще моментик интересный. Получается, она была у этих ведьм. Ее просьба была связана с поврежденным плодом у нее, да. И после выяснилось, что он не сохранился. Угу. Тебе здесь делать нечего. Так, а у нас получается сундук-то здесь, да? Угу. Скидываем вещи, которые нам не пригодятся. Это руны всякие, потом самые обычные сапоги вообще без приколов, броня. Сопротивление ударному, сопротивление рубящему. Ну вот этот вот получше. Скинем... Нет, это продадим, значится. Скинем наше оружие, которое сами крафтили. Это оружие положим. Угу. Оружие на Кейтшанс тоже скинем. Вот это все продадим. Ну, еще и стрелы скинем.
У нас уже такой капитал прям в этих рун и всяких знаков, глифов накопилось знатненько. Зелья скидывать нам не стоит. На плотву у нас что-то есть. А, у нас шоры есть. Надо одеть. Угу. Деньги скинуть. Это все продадим. Воронье крыло. Перо точнее. Из крыла. Продавать не будем. Че, мы своих братьев на запчасти, что ли, сдавать? Не-не-не. Но это не весит ничего. Все отлично. Надо бы прочесть. Нет, не так. Вот что ты за неудобный интерфейс. Вот это все прочитаем, тоже сейчас скинем, чтобы игра засчитала их. Глоссария, нет, рюкзак. Да, это задания. Обычные всякие приказы различных деятелей Нильфгарда. Это нам не интересно. Раз. Еще неудобно, что тут, когда ты, например, какой-либо предмет переносишь, он перескакивает прям, ну, не ниже, а вверх только. Чуть неудобно. Ну все, красота. Еще на нашу плотву шоры стоит одеть. Почему? Да. Они выделяются отдельно. И она у нас будет красивая ходить с трофеем. И в специальном шлеме, чтобы не пугалась. У тебя, Седой, тоже вид. Барон, ты здесь? Нет, не здесь. Да, он на своем обычном месте находится. Вообще отсюда не уходит. Живет. Ну, с чем пришел? Тут жизнью своей. Так. Даже. Как тебя сюда занесло? Как я помню, он является дезертиром армии. И сюда поступил в управление по своей воле. Давайте еще спросим. Жил в Темерском войске. Отряд мой разбили в самом начале войны. А надежды отогнать врага уже не было. Ну, мы двинулись на север, а по дороге к нам присоединялись другие всякие дезертиры. Мы были, знаешь, как снежный ком, который с горы катится. Ну и когда дошли до Вронец, под моим началом собралось уж прилично людей. И вы так просто вошли в крепость? Да, местный владетель от черных сбежал и Вронницы просто бросил. Как только Нильфгард выиграет войну, я титул получу. И вот тогда закончится вся эта болтовня про барона-самозванца. Ладно, хорошо, давайте про жену. Есть весть о твоей жене. Так что ж ты, сука, сразу не сказал? Где она? Почему ты ее не вернул? Она на Кривоуховых топях. Нашла себе там стол, приют и занятия. Кажется, ей там хорошо.
Ты должен был вернуть ее, а не проверять, вот как это она там сероволосая, это и есть хотел ее найти. жена барона, Я ее да. нашел. О большем мы не договаривались. Я визуально-то Думаешь, забыл, я как она законченный выглядит. выродок, а? И сам во всем виноват? То, что я думаю, не имеет значения. И все-таки в твоем взгляде я вижу презрение. Не знаю, как с этим в мире ведьмаков, только вот в людском мире нету черного и белого. Ты, наверное, скажешь, что не ты один виноват. Ну давай, рассказывай. Давай, барон, скажи нам Нет, истину. у нас была любовь с первого взгляда. В битве под Анхаром мне копьем плечо раздробили. Она меня перевязывала. Когда я оклемался, попросил ее руки. А она взяла и расплакалась от счастья. Скоро Тамара родилась, а меня Фольтест отправил в Цидарис на помощь королю Этейну воевать с каким-то разбойничьим атаманом. Потом еще заварушка, потом еще одна. Дома я редко бывал. Война наша пьяняла, как водка. Мы с ней так друг к дружке привязались, что даже дома я не мог с ней расстаться. Ну хорошо, что было дальше? Я воевал на разных фронтах, получал жалования, а нет-то одна сидела целыми месяцами. А позже я узнал, что она была не так уж и одинока. Ее почти 3 года утешал какой-то Эван, друг детства. Пес бы на нем ездил. Понимаешь, сука, если бы она один раз загуляла, я бы рукой махнул. Но она мне годами рога наставляла. В гробу она видала и меня, и мою любовь. Тут у нас любовный треугольник намечается. Точнее, намечался. Вернулся домой однажды и не нашел ни Анны, ни ее вещей, только письмо. Написала, мол, меня не любит, уходит к этому ушлепку и забирает с собой Тамару. Я думал, прям там кончусь. Я поехал к нему, хотел только девочек домой забрать. А как его увидел, что-то вселилось в меня. Завалил паскуду, а требуху его бросил псам. Надо думать, Анна была не в восторге. Это, сука, мягко сказано. Устроила истерику, бросалась на меня, легалась, царапалась. Так это логично. Наконец за нож схватилась. Я, если бы не уклонился, так бы и зарезала меня. Вот тогда я впервые ее и ударил. Не знал, как успокоить. Ну и вот с того дня все переменилось. Анна несколько раз пыталась убить себя и меня. Себя и меня? Доводила до того, чтобы я ее ударил, кричала, мол, я убил в ее жизни любовь. Лучше бы ее саму убил. Ну, короче, кукухой она поехала знатно. Я 1000 раз прощения просил. Я цветы носил, подарки. И хоть бы что. Через 2 года злость ее перешла в равнодушие. Но вот временами то у нее приступы безумия случались, то я с пьяных глаз что-нибудь устраивал. Не знаю, как мы выдержали столько лет. Так что, как видишь, не все было так, как могло показаться с самого начала. Ты прав. Вина лежит на вас обоих. Рад, что ты это понимаешь. Ну ладно. Если не хочешь привезти Анну домой, расскажи хотя бы, как она там очутилась на этих болотах.
Она заключила договор с ведьмами и, вероятно, у нее помутился разум. Так до этого тоже было не особо как-то ясно у нее с разумом. Она хотела избавиться от ребенка и пошла к ведьмам. Они обещали помочь. Взамен она должна провести у них год на службе. Ведьмы сдержали слово, как понимали, по-своему. То есть? Анна, наверное, думала, что ребенок в ней как-нибудь сам исчезнет, но ведьмы просто довели ее до выкидыша. Думаю, тогда она и начала сходить с ума. Кроме того, ее связали магическими путами, которые причиняют ей боль, если она пытается нарушить договор. Договор с ведьмами? Звучит как скверная шутка. Надо ее оттуда вытащить. Не советую тебе заходить на болото, даже с солдатами. Место само по себе нехорошее, а ведьмы куда опаснее, чем кажутся. Ну не ждать же, пока они ее отдадут. Будь у них твоя дочь, ты бы тоже надеялся на их милосердие. Вообще я хотел их убить, но что-то как-то не срослось с этим. Но я ведьмак. А я муж и отец, который просрал свою жизнь и своих близких. Соберу людей, пойдем туда и вытащим Анну. Я свое слово сдержал. Теперь ты держи свое. Кто слово дал? А на чем бишь я... На вас напал Василиск. Да. Ну и здоровая же была скотина. Василиск. Существо, похожее на ящера, обладает навыком окаменения. Это если рассматривать мифологию. Берегись! Если я не выживу, бери из замка все, что захочешь. Ох, как щедро. Ну тогда покажем этой сволочи. А у нас арбалет-то есть какой-нибудь хотя бы условный? Нет. И как ее сбивать? Не успели. Что-то как камера вообще тут бесится сильно. Здоровья у нас не фиг осталось. Ну давай, огромная ты птичка. Да ты же издеваешься. Хоть ударить дай. Все. Отлично. Так, барона в нокаут кинули. Сейчас Цири подлетает, делает финт и отрубает ему голову. Оу. Бедный барон. Как ему не везет. Его забрал Василиск. Чтоб тебя. Поддерживаю. Я не оставлю. Нет, тут не забраться. А все его люди, они куда подевались? Померли, что ли? Тут было как минимум человека 4. Кат-сцены. Я думал, что-то залагало. Камера съехала. Живым не дамся, говорит барон, и кидает в курицу кирпичами.
Реально на курицу похож. С таким же гребешочком, глазами, пуговками. Давай. Вот и все. Василиск повержен. И минус голова. Барон немножечко в афиге. Со всей этой ситуации. Велен в Роннице. И Цири собирается в дорогу. Ты все собрала? Да, спасибо. То, что ты для меня сделала, никогда тебе этого не забуду. Ты тоже мне помог. Дал мне приют, велел обо мне позаботиться. Мы квиты. Тебе не обязательно уезжать. Здесь ты всегда найдешь теплый угол и хорошую компанию. Я должна. За мной гонятся упыри. Дикая охота. Когда я использовала силу, они взяли мой след. Под силой она подразумевает способность телепортации. Пока я здесь, вам грозит опасность. Вели людям запереть двери и окна, и пусть ночью никто из дому не выходит. А ты? Ты-то что будешь делать? Я еду в Новиград, а там увидим. Вот и появилась у нас новая цель. Новиград, столица северных земель. Пристанище всех отбросов и просто богатейших людей империи. Ну или королевства. Как Цири прошла через реданские посты. Окружена реданскими войсками. Ага. И несмотря на это, ты послал Цири в Новиград. Она искала чародейку. А чародеи все в Новиграде. Кроме того, я не оставил бы ее на поживу реданцам. Я дал ей охранную грамоту. У нас точно такая же есть. Откуда? Ну, соответственно, потому что он лидер территории и забрал у прошлого. Я ведь не всегда командовал этой бандой придурков. Когда-то я служил в Темерском войске. Но переправу охраняют реданцы. Если есть заслуженная репутация и хорошие связи, то цвета и знамена отходят на второй план. Интересно. Ну все. Значит, есть шанс, что Цири все еще в Новиграде. Спасибо, что ты ей помог. Да не за что. Раз ты все уже знаешь, что, наверное, торопишься, но... Ну, может быть, если ты... Говори уже. Я хочу поехать за Анной. Отбить ее. Не верю я, что она там сидит по своей воле. Плохо ты меня слушал. Поход на болото — это самоубийство. Вот поэтому мне нужна твоя помощь. О Цири я тебе больше ничего рассказать не смогу. Но будь уверен, я буду очень щедр, если ты поедешь со мной. Дорогие друзья, как я говорил, в книге «Мести» не может быть исключений. Мы едем убивать ведьм. А все остальное попутно выполняем и помогаем. Немного наличных всегда пригодится. Ну, ясное дело. Я, значит, соберу людей и отправлюсь к Штейгерам. Будет здорово, если ты к нам там присоединишься. Ясно. О, это маленький... кто это? Что за... Это кто? Это... Опять сбежал.
Извиняюсь, мы уже ушли. Люди как спокойно к этому относятся. Что это было? А это ты мне скажи. Чудище это или человек? Мои люди называют его Ума и считают монстром. Но мне кажется, это человек. Только страшный, как говно Ордаля. Ума? Странное имя. Ну да, странное, но он мне другого не назвал. Значит, он умеет говорить? Не. Я спросил, мол, как звать? А он ничего. Только тычет себе в нос палец ноги. Ну, чего? Тут я хватаю его за руку и спрашиваю: а тебя как зовут? А он смотрит на меня, как на глупого, и гудит такой: Ума. Вот. Вот так прицепилась. Интересно, интересно. На монстра он не похож. Хотя медальон при нем дрожит. Странно, откуда он тут взялся? С ним смешная вышла история, да. Я его в карты выиграл. Гвинт-то добра не доводит. Выиграть данного чудика в карты. Вообще. Неужели больше не на что было играть? Ой, да что ж ты ко мне, сука, прицепился? Вышло так, а не иначе. Ну, поставили его на кон, и все тут. Все претензии не ко мне, а к его прежнему хозяину. Так кто его прежний хозяин? Может, с него и спрос надо брать? Нет? И что смешного в этой истории? Ну, поехал я как-то в Новиград. В столицу. Вкусить, так сказать, радости большого города. Остановился в трактире. А там как раз играли. Вот, и я присоединился. Карта мне шла. Прям вот как по маслу. Ободрал я сукиных детей дочисто. Вот это по-нашему. А торговец особенно взъярился. Он-то просадил все, что привез со Скеллиги. Страшно хотел отыграться, понимаешь? Вот я и согласился. Я спросил, данный чудик он со Скеллиги. А он показывает это чучело. Ну, интерес скверный, и хрен с ним. Я дал мужику шанс отыграться, чё? Он шансы не использовал. Так вот уродец и попал во вродец. Ага. Вот и песенки конец. Ну, теперь ты самый настоящий барон. Даже шут придворный есть. Да. Хотя я вот чувствую, что с ним что-то не то. То есть? Он вроде больше зверь, чем человек. А с другой стороны, у него вот, у сукиного сына, есть что-то такое умное в глазах. Не знаю, умное. Может, кажется. Ты видал такое? Нет, не видал. Но с виду он не опасный. Ну, ладно, ничего он. Жрать много не жрет. Хлопот покуда не доставляет, так что пускай ребята веселятся. Мне пора. Ну, интересный Прощай. персонаж. Может, у нас даже какое-то развитие с ним будь будет. здоров. Или мы Надеюсь, встретимся что с ним ты вновь. найдешь дочь. Потому что же не зря нам показали этого чудика. И будешь для нее хорошим отцом. А почему мы не поехали? Мы же вроде согласились, нет? Или типа они вперед выехали, а мы уже вдогоночку-то за ними. У меня от нее уже из жопы щепки лезут. Здорово, кузнец. Чем могу служить? Продаться хотим тебе. Вещей Я хочу скопилось посмотреть твои уйма. товары. Уж хранить негде. А что тут есть? Шанс крит удара 4%, вообще нет. И вот этот еще клинок продадим.
По-прочему, чистое серебро нам необходимо. Да, его продавать не стоит. Скинули еще 20 кило. Угу. Мне нужны доспехи. По доспехам мы можем скрафтить броню себе. У нее 5 уровень, да? Угу. Ну как-то не впечатляет. Что тут есть бонусы? Бонус за третью деталь. Каждый эффект кровотечения, наложенный за противника, увеличивает урон от удара мечом на 1% за каждый элемент комплекта. Текущий бонус 0%. Интересно. Это школы волка, да, доспех, основанный на кровотечении. У нас есть доспех школы Грифона. Он 11 уровня, да, то есть сейчас мы его не наденем. Какие у него бонусы есть? Бонус за третью деталь. Если вы расходуете энергию на знак в стандартном режиме, следующий знак, наложенный в течение 3 секунд, в этом же режиме, не будет расходовать энергию. То есть мы берем один знак по цене второго, да? Угу. За 6-ю деталь размер ловушек Ирден увеличивается на 40%, пока Геральт внутри ловушки, энергия восстанавливается на 5 единиц в секунду. Быстрее. Мощь знаков увеличена на 100% и получаемый урон снижен на 20%. Это прям вообще пушка. Угу. А фильтры, да, есть еще. Компоненты. Это починить можно. Лавка. Ну ладно, хорошо. Но у нас нету ни сапог, ни перчаток, ни штанов этой школы. По крайней мере, я не вижу. Бывай. Цель нашей следующей миссии — это доп. Миссии. Идем в Гвинт играть. Есть задание выиграть уникальную карту прорицателя. И также выиграть карту лодочного мастера, да. Поехали, сыграем в Гвинт. Зайти к прорицателю. Если это тот же самый прорицатель, что и для игры в Гвинт, то сделаем 2 одновременно. Встретиться с бароном в Штейгерах. Вот. Нам дали, да, дополнительное задание. Угу. Это отлично. Походить по округе. Еще есть огромное количество ведьмачьих заказов у нас. Вот. Ёп-моё. Так, хорошо. А у нас есть 2 очка умения. 2 очка умения. Этот знак на знак уже стоит, да. Это тоже. Можно поставить обман, чтобы в диалогах их использовать. Квен. Давайте прокачаем его, раз такое дело. Создает активный щит. Поддержание щита и блокировка атак расходуют энергию. Урон поглощенным щитом восстанавливает очки здоровья игрока. Звучит как пушка.
Следующий уровень. Поддержка щита высасывает теперь на 50% меньше энергии. Расход энергии при блокировке остается прежним, и урон, поглощенный щитом, восстанавливает очки здоровья игрока. Угу. Ну и немножечко энергии еще добавляет. Вообще хорошо. И тогда вот этот убираем и ставим этот. И добавляем еще дополнительно один мутаген синий. И у нас получается неплохая такая комбинация. Да. И можно еще будет мутагенов собрать и сделать один большой. Угу. По заданию. Идти нам следует куда? Здесь. Гвинтвелленские игроки. Огромное количество знаков вопроса. Побежали. Ты что такой снулый? Шевелись! Да ну разве ж это важно, откуда жратва? Что, неплохая работа моему Любушке подвернулась. Оно, конечно, не худшее. Да, получается, основные задания в Веллене сюжетные мы выполнили. Остается дозачищать территорию по доп-миссиям и знаком вопросом в ходе их решения. И можно будет отправляться в Новиград. Так, загрузились. Идти нам надо вверх по дороге. По изгибу. Тут встречаем еще какое-то интересное место. Сюда же, правильно? Да. Сейчас сворачиваем направо. Все, бежим. Мне кажется, или там волколак? Или это... Нет, кто это, блин? Больно уж облезлый. Чудовище, иди сюда. Ах и гнусный же ты. Это кто? Это Альгуль. Опа-па. А я думаю, что-то он не похож на обычного. Ну давай, раз на раз. Дополнительная особенность этого Альгуля состоит в том, что его атаки всегда ваншотят нас практически. И при ударе по нему у нас пассив урон идет. Ну иди сюда, давай. Сбил нам щит. Тихо, 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 тихо. Как-то у нас быстро вообще защита-то вся слетает. Ладно, ладно. У чего?
Мы умеем делать большой бах какой-то. Это вот это, да, активный щит. Второй режим знака, да, поддержка щита высасывает теперь на 50 меньше энергии. Угу. Я не понял, получается, мы, активируя обычный режим, можем включать второй, и тогда он то ли какой-то эффект создает дополнительный. Тихо, тихо, тихо. Да, он почти полздоровья нам снес. Альгули те еще сволочи. Фиг с ними нормально посражаешься в активном противостоянии. Ладно, хорошо. Ну тогда сейчас нанесем... Ну, добьем мы этого Альгуля. Ну, что он гуляет-то? Нанесем тогда средство специальное для трупоедов на меч. Ага. У нас и броня уже практически там отъезжает. Давайте ее починим. И оружие практически тоже сломалось. Все хорошо. Значится, что? Сейчас накидываем на себя Квен, бежим к этой деревушке и начинаем творить нехорошие дела. Иди сюда. Давай, давай. Где ты? Где я? Увидел. Ты крутиться, может, перестанешь? Хорошо. Ну. Два раз все. Угу, подбегаем. Делаем 2 удара. Отпрыгиваем. Не-не-не, все. Ты со своими шипами идешь далеко и надолго. По ХП потихонечку съезжаем. Ладно. Еще интересный эффект, что наш, получается, щит, не успел активировать, имеет возможность создавать осколки при его разбитии. То есть это тоже как-то то ли оглушает, то ли дамаг наносит. То ли и то вместе. Да ты ж... Чё-то это, заговорился немножечко. Ну, мы заспавним, появимся рядом сейчас, да. Практически готовы сразу вступить в бой. Особенностью этих Альгулей еще является то, что с них падает уникальная
точнее не уникальная, а редкая. Мутаген редкий, да, красный. Ну, не красный, а там как-то он называется по-другому. Чего? Иди сюда. А где шипы, а где урон? Вот, шипы появились. Получается, он только при подготовке вот этот выставляет свой гребень. Такс, опять сбил с нас щит. Горит хорошо. 14 уровня этот парень. Он в половину сильнее нас. Но это ему не поможет. Так, масло еще действует у нас. Тихо. Ты чего это? Не буянь. Ага, опять сбил. Ну все, действуем по тактике, он не особо как-то... Оп, не то хотел выставить. Да, вот. Ну иди ты, знаешь куда. Только щит поставил. Ну, по здоровью вроде все у него хорошо даже. Раз, два. Оглушил. Так, давай. Осталось совсем немного. Еще масло нанесем, чтобы было побыстрее. Все, минус. Отлично. Нет, не повезло. Выпал не тот мутаген. И что же тут такого интересного ты охранял? По карте это что у нас? Даже никакой не знак вопроса. Просто заброшенная деревушка. Не открывается. Может, сзади обойти, может, стоит. Фиг. Скорее всего, требуется ключ. Да. И у нас его нет. Ну, чисто ради спирта зашли. Тоже для зелий пригодится. Сейчас бежим, значит, как? Поворачиваем налево, бежим по дуге, встречаем этот знак вопроса.
бежим напрямик в деревню. Правильно бежим же? Нет, неправильно. Нам сюда надо. А ты кто у нас? А, это Огр. Воу, вот мы какой щит теперь ставить можем. Все, забили беднягу. Ладно, хорошо, идем дальше. Вышли на дорогу, идем. Идем. Да. Посевы видим. Это что там? Огромное количество мелких огров, что ли? А там? А там водяные или тоже огры? Етить их тут заселилось. Ну давайте, мелкие. А, мы в этом щите можем стоять. То есть мы поставили его. И он условно у нас... Ага. А защищает-то от чего? Поддержка щита высасывает на 50% меньше энергии. Расход энергии при блокировке остается прежним. Урон, поглощенный щитом, восстанавливает очки здоровья. Угу. Интересно. Хорошо. Давайте испробовать. А, это логово. Давай. Да вы издеваетесь. Тихо. Давайте, по одному. Один закопался. И сколько нам здоровья это восстанавливает? Чуть-чуть непонятно. Да ты тихо, все. Не, он знаки что-то не юзал. Или я не тот какой-то поставил. Ну, с данной ордой можно использовать Игни как основной атакующий. На поддержку периодически ставить Квен. Еще можно сейчас помедитировать будет. Для чертова гриба бомбы. Закинуть в центр, вокруг этого центра бегать. Они там отравляются, помирают потихонечку. Так что варианты есть. Все, хорошо. Квен накидываем. Это выпиваем. Для пущего эффекта берем этот знак. Начинаем их жечь.
Все, хорошо. Так, урон идет. Даже пока не вижу смысла бомбы использовать. Ты тихо. Это какой-то главарь или что-то подобное. У него здоровья намного больше, чем у стандартных огров. Давай, давай. Все, прожарился до стадии медиум. Хорошо. Очистим это логово. Пойдем дальше. Накеров. Самое прикольное, что вот с этих маленьких накеров, ну и в принципе, наверное, с вида огров, падает синий мутаген. То есть он нам необходим. И их зачистка прям хорошая такая тема. Череп зачем? Глаз, кровь и сердце чудовищ. Хорошо. А самое интересное, на карте-то это высвечивалось как логово или знак вопроса? По-моему, нет. Вот тут еще деревенька есть. Тут, наверное, еще одно логово будет. По количеству этих мелких упырят. Тихо, тихо, тихо. Вот неприятный тип этот главарь. Ну, значит, будем играть через КВН. А, не тот поставил. Через КВН, говорю. Все, живой. Все, минус. А, этот закопался. Ну давай. Прифигел чуть-чуть, да? О, получается, Квена второй. И он нам немножечко ХП, даже не немножечко, а достаточно сильно ХП восстанавливает. Отлично. Печень собираем. Прям самая вкусная. Зеленый мутаген выпал. И такое бывает. Это вход в нору накеров. Да. Кстати, по текстурке выглядит, как будто там не нора, а тупо земля. Ну, типа на землю текстурку этого гнезда поставили. Выглядит грустненько чуть-чуть. Где детализация? Черный проход.
Так, сохраняемся, да. Сейчас тут полутаемся, найдем, может, какой-нибудь сундучок. Пам-пам-пам. Смола. Интересно. Вообще пусто. Пустой развороченный дом. Угу. Еще накеры. Но эти просто бегают. А, нет, логово. А что-то не расплодилось ли у вас слишком дофигища, ребят? Давайте, вылезайте. Или вас двое чисто. Тихо, тихо, тихо. Не рычи. Маленький красавчик. Так, все. Продолжаем свои грязные делишки, взрываем их логово. Угу. Очищаем эту землю от скверны. И, в принципе, получаем одно и то же. Бутылка воды. Чертеж сальмийской бригантины. Улучшенное масло против вампиров. Это вообще хорошо. Чертеж новиградского длинного меча. Но это самый стандартный. Отвар из древнего лешего. Мы одного встречали. Тот сыкливо убежал. Так, один нахер. И больше не вижу. Избавим тебя от мук вселенских. На один на один эти противники не вызывают вообще никаких сложностей. Их можно тупо зарашить. И все. Ладно, побежали дальше. Интересно, что здесь случилось? Ну, не знаю. 3 триллиона чудовищ тут появится. Что же интересно может случиться? Нам наверх. А, это волки. Ну, волков трогать такое себе занятие. Они ничего плохого не делают. Если, конечно, не дикие, не оголодавшие. Ну и не буйные слишком. Мастер, вы случаем не на север едете? А куда идти? Меточка, подскажи. А вы, милздарь, на север путь держите? А что? Как ежели на север, может, глянули, что с нашими ребятами случилось. Больно долго они не возвращаются. Давайте поторгуемся. Так сколько ты собираешься мне дать? О, мы думали... Да-да, вам награда полагается за хлопоты. Предлагает он 256 монет. Ну, условно, можно поднять до 300. Если вы согласны, то и отлично. Все.
Чем вам помочь? Недавно с юга шел караван купцов. Наняли наших ребят, чтоб им дорогу до мостов показали. Вчера должны были вернуться. Хорошо, я посмотрю. Томил, мой брат их вел. Башковитый парень. С ним и говорите. Остальные-то... Все понятно с остальными. Мельница у них даже есть своя. Богатое поселение. Ничего не сказать. Мне говорила, И получается, прорицательница, нет, не в мельнице живет. мясом отравилась. Мясом? Откуда она мясо-то взяла? Уж я не знаю. А только муж ее на старое поле. Я ждал. Половник. Ты прорицатель, дружище. Ты знаешь меня? Я не знаком с тобой, но видел много раз. А как это работает? У меня есть дар. Я умею видеть будущее. Твое тоже. Подозреваю, что не за бесплатно. Много я не попрошу. Если у тебя найдется что поесть. У нас прорицатель просит еды. Мы такие, давай играть в Гвинт. Чё ты сразу о еде? Ну давайте дадим ему еды. Держи. Спасибо. Такой дар заслуживает пророчества. Ну, слушаю. Я вижу белого волка, который входит в вековечные глубины. Он поет гимн безумия и отчаяния и призывает того, кто не умер, ибо умереть не может. Интересное пророчество. Я это уже пережил, а ты, должно быть, услышал в какой-нибудь балладе. Чем старше я становлюсь, тем мутнее становится мой третий глаз. Третий глаз, да. Но если бы ты принес драконий корень... Какое-то наркоманское средство, да? Редкое. Но когда-то оно росло в пещере к юго-востоку отсюда. Посмотрим, может, оно еще там. Ладно, хорошо. О, ты вернулся. Ну, давай сыграем в Гвинт. Я хочу спросить. Ну да, я играю в Гвинт. И да, мы можем сыграть на лучшую карту моей коллекции. Ты читаешь мысли? Добрые боги наградили меня даром предвидения. Жаль, что работает он все больше в мелких делах. Птичка на меня не нагадит. Но в Гвинт играть ясновидение мне не помогает. Ага, говори, дед, конечно. Не помогает ему. Ясновидение. Ну, предположительно, играем этой колодой. Из лидеров что можно выбрать? Карту на отмену погоды. Вот вообще хорошо. Давайте с ней сыграем. Без сюрпризов, чтоб было. Играет он за чудовище. Еще одно ясное небо. Ну как же иначе? Двое ближников. Третий осадные орудия. И, блин, выпало, как обычно. Давайте так, да. Ну, ясное небо оставим, это понятно. Это тоже все оставим. Ну, давайте так, все.
Нормальная колода выпала. Надеюсь, без подвохов. Мы ходим первыми. Стоит, скорее всего, играть сейчас от чего? Ну, поставим дальний бой. Просто он у нас единственный в колоде. Он ставит ближнего. Ну, это логично. Еще двоих. У нас нету карты Мороза, это грустно вообще. Ну тогда выставляем что? Вот эти вот отряд раз ближнего боя. Еще двоих вызвал, да? Ставим этого. Так, из всего оставшегося. Он уже 21 набрал. Это плохо. Ладно. Ну давайте так. Казнь используют, да? У него есть казнь. Второй барон у нас навязывается, с которым нельзя играть по правилам наибольшей карты. Ну давайте тогда этот бой проиграем. Да. Надеюсь, ему не выпадет ничего больше из этих казней в колоде. Да ты же издеваешься. И как это вообще контрить? Противник спасовал. Логично. В принципе, логично. Ну давайте, знаете что, вот сейчас медика кидаем. Берем из карт что? А что можно взять? Понадеяться на то, что нам еще один синий боец выпадет. Блин, если бы у нас была карта на усиление осадных орудий, мы бы сейчас усилились, выиграли в этом раунде, оставили бы рок на следующий еще. И было бы кайф. Ладно, кидаем сюда. Все, это выигрыш. У него 3 карты осталось, у нас 3 карты. Только его 3 карты равносильны чуть большему количеству. Мороз. Хвала богам. Нас услышали. Нас услышали. Давайте тянуть время. Давай. Удваивает силу, да? Ну, сейчас удвоишь. Туман не в тему, но пофигу. Ну, можно поставить еще одно осадное орудие. Кикимора болотная. Еще 2.
Ну давай. Сволочь. Сволочь. Понадеялся, что он не юзнул ее. Ладно. Добрые боги послали мне... Ай, давай. Всего-то у меня развлечений в этой глуши. Разложим карту. А, недостаточно карт. Хорошо. Два мороза. Два мороза. Отряд ближников. И что с этим сделать можно? Чуть-чуть непонятно. Ливень убираем, это точно, он нам не нужен. Ясное небо. Хорошо. Хорошо. Ну и тогда... Что? И рог выпал, отлично. Да, накидывай себе там. Кидаем разведчика. 2 карты в колоду. Еще одна. Ай, ладно. Не везет, это немножечко не то сказано. В нашем случае. А вот иди лесом, понял? Не добьешься своего. И чего нам играть остается? Тупо этот раунд профигачить. На следующем... Лесом иди. Ну, удваивай. Даже если мы в 2 раза уменьшим его силу, все равно 20-ка будет. Бороться с ней будет сложно. Если мы используем, предположительно, способность лидера, удвоим наш имеющийся капитал осадных орудий, он может кинуть... казнь. Нет, это явно раунд не наш. Сейчас еще 3 призовет. Угу. 2-3. Противник спасовал. Чувствуете? Накал страстей, блин. А нам и ставить-то практически нечего. Поставим ближников одного. И раунд за нами. Еще один рог. Не в тему. Нам бы карт отрядов.
Ну давай, ближник, ты единственный у нас. Кикимора. Это, кстати, веленские эти все колдуньи. Троица. А фиг тебе, понял? Чудовище ты страшное. Прорицатель. Элементаль. А, он еще и вот так, да, сделал? Интересно. Ну, пока ждем. Пока ждем. Все, он спасовал. Это победная. А у него же 2 карты осталось. Получается, там либо погода, либо какая-то еще фигня. Ну все, максимально сейчас порежем ему. Все что угодно. Закидываем так. И это победа. И тоже у нас 2 карты осталось. Вот как оно бывает с этим ясновидением. Я знаю, где по осени вырастут крупные маслята. А вот как играть, чтобы выиграть, поди знай. Возьми эту карту, она твоя по праву. Красивая вышла победа. Ты слышал про каких-нибудь других игроков? В Велине для тебя один достойный противник. В деревушке Подлесье живет. Гадко. Глянешь на него, дурак дураком. Но игрок знатный. Ну, зайдем к нему обязательно, да. Давайте глянем, что за карта нам выпала. А может, это к другим. К чудовищу может относиться. Нам дали героя. Героя-чудовищ. Имлерих какой-то, да. Не подвергаются воздействию карт или умений. Интересно. У нас колода эта очень маленькая. Ее взаимодействовать не очень удобно. Да. И немножечко эльфов есть. Ладно, хорошо. Выиграйте уникальную карту лодочного мастера из деревни Рудник. А здесь у нас выиграть угодко. Ага. То есть 2 боя нам еще предстоит. Оф. Да. Но оставим это на все на следующий раз, дорогие друзья, да. Будем потихонечку заканчивать. Сегодня хорошо. Так, сходили по сюжету, выполнили, считайте, его в этой области максимально сильно. Нас направили немножечко в другую область, да. Поиграли немножечко в гвинт, поочищали всяких гнезд различных чудовищ.
Может, даже у нас накопилось на один большой мутаген? Накопилось, да. И теперь у нас на 9 уровне будет еще дополнительные 40% при открытии всех ячеек. Доп урон от рун. Угу. Ну круто, круто. Да. А на сегодня я прощаюсь с вами, дорогие друзья. С вами был Кроу. Да. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если нравится. Подписывайтесь на канал. Соответственно, да. В описании под роликом есть плейлист. Да, Геральт. Есть плейлист с полным прохождением данной игры. Ну как с полным? С прошлыми видеороликами. Если заинтересовало, посмотрите. Там у нас тоже немало интересных дел наворочено. Да. А на сегодня я с вами прощаюсь. Еще раз всех с праздником. Всем пока.